Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, вчера мы с вами сделали коррекцию на новые ручки. Во время коррекции накопали на них анихолизис, зачистили все это, залечили. Все сделали очень красивенько. Сегодня будем рисовать дизайн. Если вы до сих пор не подписаны на канал, не получаете уведомлений, подпишитесь, обязательно нажмите на колокольчик, потому что на канале будет еще очень много интересных роликов, они выходят регулярно, поэтому не пропускайте, вы узнаете очень много ценной информации. Если же вы подписаны на канал и у вас нажат колокольчик, то не забудьте поставить пальчик вверх этому ролику. Не забудьте написать мне что-нибудь хорошенькое в комментариях или не очень хорошенькое в зависимости от вашего настроения. Я буду безумно рада с вами пообщаться. Мы же тем временем покрываем ноготочки нашей клиентки. В данном случае у нас безумное красивое сочетание розового золота от блюска, номерочек я вам укажу в комментариях, и вот такого небесно-сиреневого голубого. Очень красивый оттенок, очень здорово смотрится в сочетании с этими блестками. Как обычно, покрываем ноготки в два слоя. На первом слое мы наносим далеко от кутикулы, от боковых валиков. На втором слое будем все это подводить. Я уже не раз в своих роликах рассказывала, почему я делаю именно так. Кто помнит, напишите в комментариях. Кто не помнит, посмотрите в комментариях, что напишут люди, которые помнят, что я объясняла. Розовое золото покрываем тоже в два слоя, хотя в принципе оно и в один слой ложилось довольно-таки неплохо. Но я решила, раз уж мы голубой будем красить все равно в два, то и этот цвет накрасим в два тоненьких слоя. Конечно же, все из вас любят гель-лаки с блесточками, потрясающие блестящие материалы. По-моему, от такого геля не откажется ни одна клиентка и ни один мастер спокойно не сможет пройти мимо. И, конечно же, в палитре каждого мастера есть что-то блестящее. Да, девочки? Напишите в комментариях, я права или нет. Итак, мы покрыли наши ноготочки и переходим к моей любимой части всей процедуры, к росписи. Итак, на голубом фоне мы будем рисовать блестящий цветочек, поэтому гель-лаком с блесточками мы наносим подмалевочек под наш цветочек. На блестящем материале мы будем рисовать голубой цветочек, соответственно, мы голубым гель-лаком нарисуем подмалевок на блестящем фоне. Потом все это прорисуем тонкими линиями и получится нечто восхитительное. Обратите внимание, рисуем практически тупо пятна, да? Пятнами рисуем какой-то никакой цветочек собранный, к нему пятнами вырисовываем что-то, нечто похожее на листики. Тонкой прорисовкой мы будем собирать это все в кучку. Вообще люблю дизайны вот такого формата, когда рисуешь пятна, 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 взял тоненькую кисточку, два движения, вау, красиво, дизайн, очень симпатично, здорово вышло. И клиентки мои любят такого плана дизайны, потому что им всегда интересно наблюдать, и они до конечного этапа не знают, что же у них получится. А вы у меня любите такого рода дизайны? Потому что такого рода дизайнов на канале у меня действительно довольно-таки много. Итак, в этом моменте я решила, что для того, чтобы мои цветочки смотрелись более интересно, более объемно, их нужно оторвать от поверхности. Каким образом? Если цветочек на поверхность отбрасывает тень, значит он лежит выше над поверхностью, то есть парит как бы немножечко в воздухе. Поэтому я беру черный гель-лак, разбавляю его с финишным покрытием до полупрозрачного состояния и кисточкой начинаю накидывать тени. Потом это все немножечко подтушевываю, чтобы получился плавный переход, и у меня выходят очень красивые теневые моменты.
Далее все наши ноготочки перекрываю финишным покрытием, потому что прорисовочку мы будем делать поверх финиша и уже ничем перекрывать не будем. Ну а теперь волшебство. Берем кисточку, берем красочку и тонюсенькими линиями, буквально волосочками, не закрывая теневые моменты. Их должно быть видно, они должны быть яркие, мы не должны их спрятать. Так вот, тоненькими полосочками прорисовываем наш цветочек ровно до тех пор, пока нам не понравится. То есть останавливаемся только в том случае, когда у нас полностью собрана композиция, когда нам достаточно ажурный цветочек кажется, когда у нас листики привязаны к нашему цветочку, они висят у нас в воздухе, когда у нас соблюдены все эти моменты, останавливаемся и получаем удовольствие. На втором пальчике мне удобнее рисовать, если повернуть ручку клиента, потому что цветочек находится под кутикулой. Ручка у клиента замечательно крутится, клиент при этом не испытывает каких-либо неудобств, зато мне очень удобно рисовать с этой позиции. Обратите внимание, попробуйте так повернуть своего клиента, он будет вам только благодарен.
Итак, вот такая красота у нас получилась. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам сегодня было со мной интересно, весело. Как обычно, вам захотелось повторить этот цветочек. И вы, конечно же, уже хватаете в руки кисть и начинаете рисовать. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Жду вас в новых роликах. Всем до новых встреч. Пока!